Всем привет! Сегодня хочу показать вам свой свитер, который вязала в прошлом году. Это вот свитер с таким оленем. Он весь в кадр не влазит, поэтому ставлю фото, чтобы было более наглядно видно. Этот свитер я увидела еще, наверное, года 3 назад на просторах Pinterest. И безумно влюбилась в него, но он просто, не знаю, мне кажется, просто крутой. Всегда мы, как говорится, всегда хотим свитер с оленем. Вот. А он здесь такой необычный, такой вот прикольный. Вот так он выглядит. Здесь такая вот голова оленя, забавная, смешная. Здесь его рога. А в оригинале этот свитер вязался из пряжи от Филдар. Точно я не помню. Но я помню, что я эту пряжу находила. Один моточек, насколько я помню, 25 грамм. Стоил что-то в районе то ли 600 рублей, то ли около 1000 рублей. И с учетом того, что здесь основного только цвета нужно 13 моточков, то это выходило достаточно дорого. Долго выбирала, с какой пряжи вязать этот свитер. Подбирала пряжу. Хотела из пряжи Троицкая, шотландский твид, но никак не могла найти, чтобы в одном магазине были все оттенки, которые нужны. А в оригинале вот этот цвет немножечко другой, он там на картинке он более голубой, у меня он вот такой вот, зеленоватый больше. В принципе, тоже красиво. И вот этот цвет у них там назывался серо-коричневый, насколько я помню. У меня вот такой вот коричневый цвет. А на картинке, мне кажется, тоже больше все равно коричневым. Что я вообще, в принципе, хотела показать? Кстати, рукава, смотрите, какие здесь рукава. Тоже акцентные рукава. Рукава, кстати, здесь крючком обвязывались. Вот, это все вязалось в технике интарсия. Сейчас изнанку покажу. Изнанка у меня, изнанка уже обработанная, максимально насколько смогла, потому что это первая моя работа в такой технике. Вот, можно было здесь в технике жаккарда вязать, но я так подумала, что вот в этой части здесь прям очень длинные такие будут протяжки коричневые, и решила, что, наверное, попробую я интарсию. Плюс ко всему, например, вот здесь вот на белой части был бы зеленый, мне кажется, он бы просвечивал. В итоге, да, я подобрала пряжу и выбрала для этого Alize Lana Gold Fine 100 грамм 390 метров. Мне показалось, что эта пряжа идеально подошла. Единственное, что я не попала в плотность. Естественно, я бы не попала в плотность, потому что в оригинале там альпака. Альпака распушается, она чуть пухлее, хотя и то один и тот же метраж будет. Но и это, кстати, потоньше, потому что там метраж на 100 грамм получался 350 метров, а здесь 390, но она в любом случае тоньше. И в итоге я вязала сам свитер по одному описанию другое. Тоже на просторах Pinterest находила его. Вот. И просто подставила туда свою картинку, немножко изменяя, потому что, здесь вот получалось уже. Вот, потому что здесь у меня 22 петли, насколько я помню, на 10 сантиметров, а в оригинале должно быть 24. И 24, во-первых, мне показалось, что полотно будет забитым, но и в любом случае даже 24 петли я просто не попадала в плотность, в высоту. А при вязании данного свитера, кстати, использовала спицы 4 мм и попала четко в плотность другого джемпера, свитера. Тоже попробую ставить картинку. Итак, а что я хотела, собственно, показать? Свитер вяжется отдельными частями и потом сшивается. Сшивается, насколько я помню, это матрасный шов называется. И если вот здесь вот по бокам, да, даже растягивая, здесь, в принципе, самый обычный шов, да, а тем более, когда его одеваешь, например, его здесь незаметно вообще, практически нету как будто шва. Здесь посмотрите, как он красиво выглядит. Не такой толстый, кстати. Вот, то вот здесь вот в рукавах, посмотрите, вроде когда не растягиваешь еще нормально, и вот здесь вот, кстати, нормально, но вот здесь вот что-то ужасное происходит. Поэтому я это все дело буду расшивать, распарывать.
Ну, вот здесь вот то же самое, да, тоже вот хорошо. Вот, буду распарывать рукава, буду распарывать вот эту часть плечевые швы, потому что здесь они тоже некрасиво смотрятся. Внутри вроде нормально, а снаружи, ну, очень некрасиво. И горловину. Горловину буду распускать, естественно, тоже переделать, потому что, ну, получились какие-то прям вот эти дыры, прям большие. Меня прям не устраивает. Хотя вот здесь вот такая обработка не сильно большая. Здесь вот этот рулик модный, кстати. Ой, убежала, наверное. А вот здесь такой вот рулик модный в том сезоне, насколько я помню. И мне кажется, и в этом сезоне тоже вот этот рулик модный. Но он немножечко длиннее, чем нужно, я лично считаю. Мне кажется, чуть-чуть покороче ему нужно будет. Ну и вот эти дыры, собственно. Так что это я все буду переделывать. Вот. И я думаю, если у меня получится, я попробую подснять этот момент, где расшиваю вот это. Ну, я постараюсь, по крайней мере. Как я расшиваю, как я это сшиваю. И, собственно, весь результат показать. Кстати, я тут вспомнила. У меня рядышком здесь лежат вот такие вот пайетки, это вроде как называется, или не помню, как они называются, но, собственно, в оригинале там еще нужно пришить вот такие вот штучки. Ну, там в виде ракушек и бабочек. Бабочки у меня где-то тоже есть. И вот такие вот цветочки у меня есть. Мне кажется, эти цветочки просто, кстати, сюда вообще хорошо подходят. Муж сказал, зачем? А мне кажется, так намного красивее. Так намного как-то поприкольнее будет смотреться. В общем-то, следите за новостями. Я вам покажу, что у меня получилось. Я надеюсь, я это сделаю достаточно быстро. Просто сейчас в работе тоже много всяких работ. Поэтому следите, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и всем пока-пока.